Как думаете, а можно одним лишь простым упражнением, делая его даже дома без инвентаря, 10-15 минут в день, создать крепкий и здоровый позвоночник, укрепить мышцы разгибателей спины и не только? Экстензии, лодочки, давайте разбираться, стоит ли их делать и как не навредить, и построить домашнюю тренировку. Это канал Владарович, и я уже 10 лет занимаюсь силовой калистеникой. Сперва важно понимать разницу между экстензией и гиперэкстензией. Экстензия — это когда наше тело выпрямляется после опускания, наклона корпуса вперед и образует одну ровную линию между корпусом и ногами. Гиперэкстензия — это когда мы уже переразгибаем корпус назад от ровной линии, выгибаясь в пояснице. Многие, ошибочно делая именно экстензию, то есть выпрямление спины, называют это гиперэкстензией. Кстати, в зарубежных источниках гиперэкстензией называют то, что у нас зовут обратная экстензия. Это когда корпус закреплен, а ноги поднимаются. Это упражнение очень недооценено. Его рекомендуют использовать после физнагрузок для снятия напряжения с области позвоночника и укрепляет мышцы-стабилизаторы. Это профилактика и восстановление после грыж, протрузий, ну и, конечно, тут работают еще и ягодичные мышцы и задняя часть бедра. Таких полезных тренажеров почти не найти в наших спортзалах, в отличие от классической гиперэкстензии. За рубежом это очень популярно. Но вариацию обратной гиперэкстензии вы можете делать и дома, расскажу дальше. А вот экстензия — это упражнение для проработки разгибателей позвоночника, ягодичных и задней поверхности бедра, в зависимости от техники, спина или нижняя часть тела, каждую из которых мы разберем. Экстензию наверняка многие из вас делали или делают в спортзале. Но какие вредные ошибки тут скрываются? Существует множество мифов, и я в первый год занятий считал, что раз мы разгибаем спину, то будет работать поясница, хотя она в статическом положении. И первое время я даже не обращал внимания на то, что напряжение и последующая крепатура была почему-то в ягодичных мышцах и задней поверхности бедра. Но поясница не сказать, чтобы чувствовалась. Действительно, почему же? Разгибание тут будет происходить за счет ягодичных и задней поверхности бедра, а мышцы разгибателей спины служат только вспомогательную, стабилизирующую роль. В залах, к сожалению, можно очень часто увидеть вот такие вот неправильные выполнения экстензии в тренажере. Делают либо на инерции, слишком низко опускаются и слишком высоко разгибаются, делая все движение резко. Еще и в руки берут веса побольше, думая, что так прогрессирует нагрузку. Но в действительности это только усугубляет ситуацию, и на позвонки ложится колоссальная нагрузка, что не приведет ни к чему хорошему. Как же правильно в классическом варианте делать экстензию? Более легкий вариант — это на наклонном тренажере, когда ноги направлены почти в пол. А более сложный вариант — это когда ноги закреплены прямо. Но дело тут не только в сложности, а и в углах нагрузки. В варианте наклонного тренажера будет в первой части движения работать бицепс бедра и большая приводящая. А потом, когда мы полностью выпрямляемся, тут уже подключаются ягодицы. А вот на прямой экстензии, там уже изначально будет нагрузка забираться именно ягодичными. Но есть еще и вторая техника, где работает спина, а низ зафиксирован. Первый вариант техники — это акцент на ягодичные и заднюю поверхность бедра. Спина ровная. Подушку тренажера обязательно размещаем ниже подвздошной кости таза, на бедрах. Исходная точка внизу, тело параллельно полу. Сильно нет смысла опускаться. А только если мы делаем прямую экстензию, там уже можем опуститься и ниже, до 90 градусов между ногами и корпусом. Теперь делаем саму экстензию, то есть разгибаем спину до положения ровной линии с ногами. Пауза на 1-2 секунды вверху. И вот тут, если мы переразгибаем корпус сильно назад, тогда и получается, что мы уже делаем гиперэкстензию. Это не то чтобы не имеет смысла, а даже немного небезопасно для позвоночника. Особенно если это так делать с отягощением или резко. Но если мы делаем до ровной линии, то тут можно и с допвесом. В залах так обычно и разогреваются перед приседом или становой тягой. Или же без отягощений для усложнения мы можем увеличивать рычаг. Просто выпрямите руки перед собой и делайте то же самое. Проверьте, будет сложнее. Теперь второй вариант техники. Как сместить нагрузку в экстензии на мышцы разгибателей спины, с ягодичных и бицепса бедра. И возможно ли это?
К слову, я напомню, что вы всегда можете обратиться ко мне в личные сообщения за помощью с составлением индивидуальной программы тренировок и питания. Заходите и читайте десятки отзывов на моем сайте и узнавайте там подробнее, что вас ждет. Моя обратная связь, корректировки техники, подробный расписанный план тренировок по дням с видеопримерами. Мой тренировочный стаж с 2011 года. Ссылка в закрепленном комментарии. Так, как теперь сместить нагрузку на спину? В борцовских секциях эту технику еще называют экстензия на позвоночные столбы. Важный момент. Подушку тренажера мы смещаем теперь ближе к повздошной кости таза и полностью ложимся тазом на подушку тренажера. В итоге теперь низ тела у нас больше зафиксирован, и за счет скругления спины будет лучше прорабатываться именно разгибатели спины. Это как бы имитирует обратные скручивания для пресса. Только тут противоположное движение и уже скручивается поясница. Сильно высоко подниматься не нужно, чтобы меньше включать ягодичные. Тут очень тонкий момент и нужно практиковаться, чтобы прочувствовать работу именно разгибателей спины. Иначе будут тренироваться все те же ягодичные и бицепс бедра. Переходим в домашние условия. Лодочка на полу. Плюсом будет то, что в таком положении снимается вся нежелательная нагрузка с позвоночника. И ее рекомендуют делать даже людям с больной спиной. Но все сказанное дальше – это не мой призыв к действию, чтобы излечиться. Если есть проблемы, то лучше лично обратиться к специалисту, а мои варианты – это лишь для профилактики или людей со здоровой спиной. Самый простой вариант – это поочередные подъемы одной ноги и противоположной руки. Лежа на животе и вверху можно фиксироваться на 1-2 секунды и медленно опускаться. Как только вы привыкнете так делать более 20 раз, то можно попробовать делать одновременные подъемы и опускания руками и ногами. Также есть вариации подъема только корпуса или только ног. Я рекомендую еще делать такое упражнение, как имитация плавания. Этим я бывает даже заменяю тренировку спины на турнике, когда не получается полноценно позаниматься. Мы одновременно поднимаем руки и ноги и разводим и сводим их в стороны. Как бы плывем по воздуху. Вверх, низ спины, ягодицы, ноги, все это просто горит. Ну и просто статика. Если держать руки согнутыми на уровне головы, так легче. Если же вытягиваем руки вперед, вдоль тела, это уже значительно повышает нагрузку. Ну и теперь обратная экстензия. Ее мы можем делать как на кровати, чтобы ноги свисали, так и на стульях. Ноги в коленях можно подгибать. Про количество и подходы скажу чуть дальше. В интернете много информации о тренировках и часто недостоверной. Если вас интересует собранный в одном месте, проверенный годами материал, где описаны практичные вещи по тренировкам, мои ошибки с 2011 года и приведенные примеры плана питания, а бонусом большое руководство по увеличению подтягиваний, то я подготовил для вас электронную книгу. Отправляю каждому за поддержку донатом на удобную вам символическую сумму. Ссылка в закрепленном комментарии. Итак, по экстензиям. Можно либо 1-2 подхода делать без веса и еще 2-3 подхода с отягощением. Делайте до жжения и пока техника не нарушается. Либо же начните с 3-4 подходов без веса. Лодочку вы можете делать как дома, так и в зале, и в начале занятий, или, например, в дополнении к подтягиваниям. Можно делать как в отказ повторов, так и на определенное время, если это статика. Повышая плавно объемы от тренировки к тренировке, количество подходов 4-6 достаточно. А обратную экстензию делаем после занятий или дома хоть каждый день. Это профилактическое упражнение, оно поможет вам снять напряжение после сидячей работы или после тренировки. Без веса или в утяжелителях, или с резиной. Делаем на 4-6 подходов, или фиксированное количество, постепенно повышающееся, или пока не испортится техника, до жжения в мышцах. Я выполняю лодочки и экстензию на каждых тренировках. И в целом дома после долгого сидячего дня это помогает. И поясничных болей, затеканий нет. Это точно полезное упражнение на укрепление некоторых мышц спины и, как мы поняли, не только их. Но, разумеется, вы не накачаетесь от этого. А как вы относитесь к этим всем упражнениям и часто ли их делаете? Также я размещу расширенную версию этого сюжета с нераскрытыми вопросами в телеграм-канале Владарович.
Там активный чат атлетов для общения и регулярные мои статьи. Ссылка в закрепленном комментарии. А сейчас подписывайся, жми лайк и выбирай плейлист на экране. И смотри другое полезное видео. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Автор сюжета Владарович.